Всем привет, друзья, добрый день, доброго вечера, доброго утра. С вами Женек, и мы продолжаем нашу рубрику, наш разговор, в принципе, о eBay. Что такое eBay, как можно стать там продавцом, как можно зарабатывать деньги, в принципе, через эту платформу, с помощью чего это будет делаться. Все вы увидите в дальнейших роликах, мы обо всем будем разговаривать. Я вам все покажу, я вам все расскажу, сколько что стоит, сколько в принципе обойдется вам поднятие вот такого бизнеса, как магазинчик в eBay, и какие в принципе вообще есть способы, чтобы там продавать. Вот. В прошлом ролике, кстати, я оставлю здесь ссылочку на него, чтобы кто не видел прошлый ролик, зашел, посмотрел немножко. Там я тоже ввожу такой пролог небольшой насчет этой всей тематики. Ничего конкретного я там особо не говорю, но выкладываю какие-то детали, какие-то уже направления, о которых мы будем говорить и в этом ролике. О чем мы, в принципе, будем говорить сегодня? Я хочу вам сказать сразу, что я не подготавливаюсь к роликам. Это все спонтанно, это все идет с моей головы. Вы меня видите таким, как я есть. Я для вас никак не готовлюсь, кроме того, как подключить микрофон, подключить камеру к моему компьютеру и разговаривать с вами на тему eBay. Так что давайте начнем с того, с такого небольшого понятия, что такое вообще eBay. И чем eBay, допустим, отличается от того же Алиэкспресса и от того же Амазона. Давайте начнем с первого пункта. eBay — это платформа, на которой люди, в принципе, могут покупать и могут продавать. На ней могут быть индивидуальные личности, как я, как вы, и на ней также могут быть магазины, которые немножко хотят расширить, как говорится, спектрум своих влияний. Давайте поговорим и о первых, и о вторых, потому что, может быть, кто-то из вас ведет какой-то уже небольшой магазинчик, физически я имею в виду магазинчик, с какими-то предметами, с какими-то товарами, у которых они у вас уже есть, вы уже их продаете, вы знаете, что люди их уже покупают, и в принципе, если вы сможете переместить этот товар к вам на магазинчик в eBay, вы расширите свой охват покупателей, потребителей и будете продавать больше соответственно. Так что давайте начнем с первых. Первые — это магазины, как я и говорил вот несколько секунд назад, это магазины, которые заинтересованы расширить свой охват потребителей и, в принципе, повысить свой доход, максимизировать свой доход как можно больше. Какие виды магазинов могут продавать на eBay? Во-первых, когда ты магазин на eBay, к тебе немножко платформа относится по-другому, так как ты официальный бизнес. От тебя будут, конечно же, требовать определенные документы, определенные какие-то доказательства, что ты есть та личность, которая стоит за этим магазином, тот человек, который создает этот продукт или просто продает его. Надо будет приводить какие-то доказательства. Но насчет законов и каких-то, как вам сказать, законов и каких-то разрешений или наоборот неразрешений, которые вы можете делать или не делать в eBay, мы будем говорить в дальнейших роликах. Это сама по себе большая тема, что можно, что нельзя и что нужно для того, чтобы что-то вообще делать в eBay. Вот. Так что друзья, за ваше здоровье, здесь чаечек. Вот. Так что, если вы магазин, вам надо подумать, как вы вообще будете полностью с этим сотрудничать, потому что кроме того, что вы зальете туда свои товары,
Вам также надо будет следить, что эти товары доходят до людей, которые заказывают у вас. Это расширяет объем ваших продаж, но это добавляет вам, если у вас не было до этого, если вы магазин, у вас не было до этого каких-то посылок, каких-то, ну, я имею в виду delivery options, какие-то там виды возможности заказать за границей, чтобы мне выслали, допустим, если ваш магазин в России, или наоборот, если мой магазин в Израиле, как я высылаю это в Россию с помощью eBay, если у меня человек, допустим, заказывает оттуда. Много-много нюансов, которые надо, как говорится, перебрать, посмотреть, все подписать и расписать, и понять конкретно, как такая платформа, как eBay, может в принципе помочь вашему магазину. Вот, это насчет магазинов. Конечно, я опять же, я говорю довольно поверхностно, потому что, во-первых, на данный момент нету достаточно людей на канале, чтобы я очень сильно бы углублялся в эту тему. И мне очень хочется поделиться более углубленной информацией, но с более количеством людей, чем присутствует сейчас на канале. Так что на данный момент мы будем говорить поверхностно, и люди, которые будут видеть эти ролики, я вас всех приглашаю и прошу вас, оставляйте ваши комментарии, какие-то вопросы, какие-то нюансы. Я на них на всех отвечу. Я буду читать и читаю все комментарии, которые на данный момент оставляли. Вот, так что, друзья, это насчет магазинов. Если вы магазин, подумайте обо всех этих нюансах, и законных, и с выслами, и с посылками. Это все надо обдумывать. Вот, но если вы простой потребитель, простой индивидуал, который хочет продавать или покупать на eBay, то, соответственно, если вы только приходите туда как покупатель, то с вас попросятся, может быть, какие-то подтверждения личности, так как ваши карточки, или такие же, как устройства, как PayPal, о которых мы будем тоже говорить в дальнейшем, они тоже требуют какого-то подтверждения личности, что это ваше, что это не какой-то там дядя Ваня, который решил попользоваться вашими данными. Вот, это если вы там, допустим, просто покупатель. Но если вы продавец, то здесь уже немножко ситуация тоже меняется. Потому что в eBay можно продавать так, как и одиноким людям, как я допустим. Я просто продаю, у меня нету магазина, у меня нету ничего. Так же, как я и упоминал, могут продавать магазины. Какая разница между мной и магазином? Я не бизнес. Я бизнес, но я не магазин. Об этом мы тоже. Это и есть весь нюанс. Мы будем говорить о такой теме, как дропшиппинг. Сегодня я вижу, ролик у нас немножко затянулся. Но сегодня это, давайте так скажем, второе большое вступление такое, где мы с вами еще побольше немножко познакомились. Я вам еще какими-то нюансами поделился. Я вам обещаю, что если вы будете просить какие-то вещи в комментариях, следующие ролики, они будут более целенаправленные, про какие-то уже конкретные темы, которые вам будут интересны. На данный момент это будут вот такие поверхностные, что-то где-то я буду конкретизировать, где-то я буду говорить вот так вот вокруг да около, не углубляться в каждую тему и тему. Но, опять же, это какое-то большое вступление, номер 2. Мы только, как говорится, только начали. Я буду ждать людей, которые захотят присоединиться к этому всему. Как я и говорил в прошлом ролике, как я и говорил, это я не собираюсь вам продавать никакие курсы, ничего не собираюсь продавать. Если и будет реклама, то это будет не моя реклама. Я вам только собираюсь, как говорится, делиться с вами информацией. Мне от вас не нужны ни деньги, ничего не нужно. Главное, смотрите, учитесь, понимайте, делайте для себя выводы. И я вам обещаю, что в течение годика, может даже раньше, 1,5 годика, 2, у вас будет
постоянный доход в eBay. И неважно, кто вы, магазин или просто продавец, или посредник между магазинами и покупателями. Мы еще, конечно, о посредниках поговорим, но я вам говорю, что неважно, кем вы будете из вот этих частей, как говорится, головоломки, каждая часть этой головоломки может также зарабатывать, также, опять же, мы о конкретных цифрах не говорим, потому что это индивидуально, надо разбрасывать каждый бизнес и смотреть, на что он способен, какие у него продукты, что он может. Если я личность и не магазин, а просто индивидуум, который хочет продавать какие-то, может быть, бэушные вещи, что это значит. Обо всем мы этом будем разговаривать. Но на данный момент я хочу прекратить этот ролик, так говорится, закрыть на вот этой позитивной ноте, что я вам обещаю, я вам все расскажу, и все вам покажу, и научу. И все, кто будут со мной, я вам говорю, у вас у всех будет какой-то, не какой-то доход, какая-то копеечка, которую вы сможете, в принципе, откладывать на какие-то дигитальные ваши покупки, может быть, в интернете, может быть, в играх, которые вы играете. У меня много интересных тем, о которых мы можем, кстати, говорить и кроме eBay, но это уже совсем другая история. Так что, друзья, я желаю вам хорошей недельки. Опять же говорю, всем городам, всем берегам, всем привет. С вами был Женек. Оставайтесь со мной, и я вам обещаю, что у нас будет много-много так как маленьких успехов, так как и больших. И самое главное, друзья, не забываем подписываться, оставлять комментарии, ваши лайки. Это все очень сильно продвигает канал. Это все очень помогает мне делать для вас только больше. И все, желаю всем только добра. До свидания, друзья.